Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу показать вам очаровательных кроликов, которые могут стать не только пасхальным декором, но и повседневным уютным украшением для вашей кухни. Если честно, таких кроликов я хотела сделать уже очень давно, но боялась не справиться с основой, то есть с самими ушастыми. И тут в фикс-прайсе я увидела идеально подходящих мне милых крольчат. Я уверена, что вы их тоже видели и видели кучу переделок с их участием. Но мой вариант 100% отличается от всех переделок. И надеюсь, этот мастер-класс вам также понравится и пригодится. Ну что, приступим к работе. В первую очередь нам понадобятся те самые кролики из фикс-прайса в количестве 2 штук. Покрываем их белым акриловым грунтом в 2 слоя. И если у вас нет грунта, то можно смешать белую акриловую краску с клеем ПВА. Дальше красим кроликов в молочный цвет или в цвет слоновой кости. Красить белой краской я бы не рекомендовала, так как тогда они у вас будут выглядеть как пластмассовые игрушки, а не фарфоровый декор. Если у вас нет нужного оттенка краски, то его легко сделать самостоятельно. Достаточно просто добавить в белую краску капельку охры или коричневой и желтой краски и все как следует перемешать. Красим также в 2 слоя, чтобы полностью перекрыть первоначальный серый цвет. После того, как кролики полностью высохнут, переходим к их декору. В этот раз я буду лепить из пасты для моделирования DAS. Именно это с розочкой на упаковке идеально показало себя в использовании. Легко лепить, легко выравнивать и никаких трещин. И это ни в коем случае не реклама, а просто мой личный отзыв. Также вы можете лепить из массы папье-маше по моему рецепту. Она также идеально подойдет для заданной цели. Принцип лепки будет одинаковым и для покупной массы, и для самодельной. Раскатываем скалкой массу в тонкий пласт и вырезаем нужного размера кусочки. Прикладываем к кролику, отмечаем, что и где еще нужно убрать, и отрезаем все лишнее, то есть делаем подгонку по фигурке. Если вы точно знаете, как именно у вас будет располагаться одежда, то можете раскрашивать только открытые участки тушки. Я же на момент окрашивания еще не определилась с дизайном, поэтому раскрасила кроликов полностью. Все стыки сглаживаем смоченными в воде пальцами или стеками. И в роли стеков у вас могут быть абсолютно любые инструменты, с которыми вам удобно работать. Кролику я сделала жилетку, а крольчихе фартук с карманом. Кстати, в кармашек ей я потом положила морковку, которую сделала из перчика, оставшегося от мастер-класса по венку из овощей, а ботву нарезала из фоамирана. Озвучиваю этот момент, так как в видео создание морковки не попало. Кроме морковки в кармашек можно положить небольшие пасхальные яйца или цветочек.
После того, как весь необходимый декор слеплен, оставляем кроликов до полной просушки. Я оставила на 2 дня. И приступаем к итоговой росписи. Так как кроликов мы уже окрасили в нужный цвет, нам остается раскрасить только одежду и мордочки. Я сделала одежду в зеленой гамме, так как у меня кухня оливкового цвета. Но кролики также будут хорошо смотреться и в любых других цветах. Например, на мой взгляд, очень выигрышно будет смотреться жилетка цвета ультрамарин и небесно-голубой фарточек. Окрашиваем в нужный цвет одежду и переходим к мордочкам. Сначала я раскрасила глаза в коричневый цвет. Дальше белой краской высветлила радужку. Бледно-розовой краской раскрашиваем носики и внутреннюю часть ушек. Нарисовала зрачки. И добавила блики. И чтобы кролики стали более выразительными, светло-коричневой краской выделяем все желаемые углубления – веки, ротик, ушки. Делайте это тонкой кистью и краской, сильно разбавленной водой, чтобы в случае ошибки легко стереть все влажной тряпкой. И в заключение темно-коричневой краской подчеркиваем детали – разрез глаз, ноздри и уголки рта. Чтобы добавить одежде объема, разбавляем основной цвет белой краской и проходим по всем выпуклостям сухой кистью. Дальше разбавляем основной цвет капелькой коричневой краски и затемняем все углубления.
Ну и чтобы окончательно поразить кролика своей красотой, крольчихе не хватало маленькой детали – длинных умопомрачительных ресниц. И они тоже были куплены в фикс-прайсе. Отмеряем необходимую длину и приклеиваем на полимерный клей. Чита Крольковых готова. И эта парочка очень ждет от вас лайков и восторженных отзывов. Нет, ну а что вы хотели? Зря они, что ли, одевались и ресницы наращивали? Ну а я надеюсь, что этот мастер-класс вам понравился и вы тоже поселите у себя таких милых ушастиков. На этом у меня на сегодня все. С вами была я, Евгения Ващенко, и наш канал Семейный Хендмейд. Всем хорошего настроения и до скорой встречи. Пока-пока!